Привет, дорогие друзья! Спасибо, что вы открыли это видео. Давайте представимся, потому что я думаю, что вы здесь новенькие. Меня зовут Мария, и обычно я делаю видео для тех, кто изучает русский язык, но также иногда я делаю вот такие вот влоги. Как вы могли заметить по обложке этого видео и, возможно, по моему виду, я чувствую себя очень уставшей, и об этом в том числе сегодня пойдет речь, потому что усталость – это одна из причин, по которой я не наслаждаюсь новогодними рождественскими праздниками. Но, тем не менее, я должна испечь печеньки, и также мы поставим елку, и самое, наверное, интересное, я расскажу о том, что я читаю, и расскажу, какие книги мне особо полюбились в этом году. Также я расскажу вам, сколько же времени занимает у меня производство видео. Ну что, давайте попьем чай. И у меня на лбу, да, видно, классно, это что такое? Как вы, возможно, можете заметить, становится темно. И сейчас еще очень-очень даже день. Думаю, это всем знакомо, кто живет где-то ближе к полюсам. Но я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет много африканских подписчиков. И когда я общаюсь с людьми, допустим, живущими в Африке, многие из них, наверное, знают, а может быть и нет, что зимой темнеет очень-очень рано. Так вот, темнеет очень-очень рано. И в 4 часа дня уже может быть темно, а если вообще пасмурно, нету солнца целый день, то это, когда такое продолжается день за днем, это очень не радует, это очень тяжело. Вторая вещь, которая способствует моему выгоранию, моей усталости каждый год, это вообще та суета, которая возникает. Во-первых, конец года, и если вы учитесь, то это всегда экзамены. Когда я работала учительницей, это тоже всегда экзамены. Когда вы работаете, это отчеты, годовые отчеты. Когда я работала в театре, так у нас всегда были еще новогодние представления, что добавляло, конечно, стрессу. Третья причина, это такая моя личная причина. Дело в том, что у меня в семье так случилось,
что было у нас 4 дня рождения на семью в декабре, в одном месяце. Четвертых это вообще общая суета. Сейчас вообще очень стала популярна Черная пятница. Черная пятница. И эти кучи смс-ок, куча электронных писем. Если вы думаете, что я от них не отписываюсь. Это тоже так утомляет. Что еще? Не помню, какой уже пункт. У меня есть ощущение, что я должна праздновать Новый год, должна ощущать какую-то радость, еще что-нибудь. Хотя с остальными праздниками у меня такого нету. Да, не очень я люблю декабрь, поэтому темнота, суета, ожидание. Как-то так, поделитесь своим мнением, пожалуйста. А что вы думаете по этому поводу? У меня ли одной так? Мне хочется знать. Спасибо. Я пошла в свой... Как это называть? Свою кладовку. Вот у меня елка тут хранится в таком. И в ней я храню свою елку. А здесь у меня всякие разные игрушки. И в этом году мне захотелось, вот это тоже игрушки, и вот это, и это тоже, и вот. Это тоже они. В этом году мне захотелось, чтобы моя елка была украшена красно-зелеными игрушками. Так, сейчас я утащу ее наверх, и мы ее будем ставить. Я все смотрела на эту коробку сбоку и думаю, что это такое? Я не помню такое. Оказывается, я в прошлом году на распродаже после Нового года купила себе новые игрушки на следующий год красного цвета. Ну, отлично. Так, нет, я сказала вам, что елка будет красной и зеленой, но что-то я уже смотрю и думаю, может, лучше красную и белую. Итак, я не случайно сижу сейчас напротив одного из моих шкафов, потому что сейчас я хочу вам рассказать о моих лучших, точнее, нет, не так. И сейчас я вам расскажу о лучших книжках, которые я прочитала в этом году. Итак, первая книжка, которую я еще, по-моему, в феврале прочитала, это «Удивительное повествование жизни Алауда Эквиана» или Густаво Вассы, африканца, написанное им самим. У Алауда Эквиана действительно была потрясающая жизнь, очень удивительная и наполненная событиями. Нельзя сказать, что эти события были все прекрасные, потому что его в детстве похитили в Африке, и он стал рабом. Сначала он был рабом на африканском континенте, затем его отвезли в США. Он был очень долгое время на Карибских островах, затем в Англии, затем снова на Карибских островах и так далее. В итоге он выкупился из рабства и продолжил также очень интересную, насыщенную жизнь.
полную приключение, о чем он, собственно, вот столько и написал. Эта книжка, конечно, была написана очень давно. Я его всем рекомендую. Написал он на английском, да? На английском языке, но, конечно же, перевод давно существует, поэтому рекомендую всем. Вот и на русском у нас теперь есть тоже новый перевод, очень классный. Еще один автор, который у нас просто был главой литературы, наверное, с прошлого года, это Владимир Проб. И тут два по его произведения, но самое интересное — это «Исторические корни волшебной сказки». Это действительно такое очень интересное произведение, которое рассказывает, собственно, о том, откуда взялись этот дом в лесу, что означает вообще этот лес, какие обряды проходили дети, возможно, чтобы стать взрослыми, как они теперь отражаются в наших сказках, в историях, которые мы любим читать, вообще в нашей человеческой культуре. Рекомендую вам эту книгу, она переведена на английский и французский, я специально проверила. И еще один автор, который крайне популярен в последнее время у нас в России, это Тове Дитлевсен, датская писательница. И это ее последний роман «Комната Вильгельма». Трудно сказать что-то про сюжет в этой книге. Но суть там такая, что главная героиня, писательница, у нее разваливается брак, у нее, в общем, такие неудачи в жизни, неустойчивая психика, и вот, собственно, ее эмоции, переживания всего этого в этой книге, продолжая тему рабства в Америке. Так получилось случайно. Не с таким названием, с которым она оригинальная. На русском его перевели как «Я родилась рабыней», точнее не перевели, а просто придумали название новое. Это книга Харриет Джейкобс. Думаю, что если вы из Америки вдруг случайно, скорее всего, вы знаете эту женщину. Она была рабыней и, собственно, описываю здесь свой опыт, что она испытывала, будучи рабыней, через что ей пришлось пройти. Например, ей пришлось много лет жить на чердаке, скрываясь от своего хозяина. И еще две книги, которые у меня сейчас находятся в другом месте, я решила их не вести с собой, поэтому, пожалуйста, фотообложки. Когда я начитала книгу Харриет Джейкобс, я полезла на Википедию, чтобы что-то уточнить, и заметила, что там упоминается книга, которую я только что купила, и это была книга Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога». И, собственно, он вдохновлялся Харриет Джейкобс и историей, и там есть похожий момент, который переживает главная героиня, когда сидит на чердаке. И мне очень-очень понравилась эта книга. Это очень такой хороший современный роман. Он очень динамичный, много таких неожиданных поворотов, много интересных моментов. Еще одна книга, я даже не закончила еще читать, «Подземную железную дорогу», как я просто тут же пошла и заказала в магазине еще одну книгу, которая у нас в этом году была крайне популярна. Книгу этого же автора «Мальчишки из никеля». И да, она такая же динамичная, такая же интересная, захватывающая. Но здесь речь идет уже о школе, в которой издевались над детьми. Вот сколько у нас книг-то? 6 книг, которые мне очень-очень понравились в этом году. Все их я вам советую, если вам вдруг нужны советы книжные. Потому что пока на меня так загадочно, не знаю, это стрёмно. Мне как бы нравится картинка, но свет на меня падает. Мне как мне... Вот так нормально, так... Опять меня на углу, что
Так вот, что я вам еще обещала? Я вам обещала поговорить о том, сколько у меня занимает времени съемка видео. Я сейчас буду говорить о моем видео предыдущем. Оно 19 минут с чем-то. Итак, сначала я вообще залажу в Duolingo и смотрю, как там все устроено, выписываю слова, это не идет в счет, потому что я делала это давно и уже не помню. Сначала я пишу сценарий, да, там определилась, какую тему я буду освещать. Я пишу сценарий, записываю все слова, там все окончания, записываю схемки, какие у меня потом будут при монтаже, чтобы я знала и нормально смогла рассказать. Итак, 2 часа идет на сценарий. Я достаточно быстро телеснимаю, то есть где-то у меня в среднем час на съемку такого видео. То есть это где-то, мне надо подготовиться, то есть поставить камеру, свет, если надо, да, там водичку. И плюс где-то снимаю я 40 минут. В принципе, можно меньше, но я там отвлекаюсь, наверное. Затем монтаж. Монтаж это вообще самое долгое, не знаю, рассказывали ли вам где-нибудь, слышали ли вы где-нибудь это. Но на обычный монтаж у меня уходит 2,5 часа. Что такое обычный монтаж? Это просто там вырезать ненужное. И плюс 3 часа у меня ушло на как бы текст сверху. То есть я делаю таблички такие, да, на которых я печатаю там окончания, сверяю, чтобы они совпадали с тем, что я говорю, и все такое. Где-то 30 минут уходит на обложку. Это в среднем, потому что есть, которые очень легкие, есть, которые нет. То есть я заранее должна снять ее, если я вспомнила. Иногда тоже сюда в это входит то, что я там экспериментирую, пытаюсь сделать что-то новое, у меня не получается, но время-то было потрачено, поэтому у нас все равно идет в счет. Так, что у меня? 45 минут на заполнение видео. Что такое заполнение видео? Я должна написать, о чем это видео, потом я также должна сделать разбивку по главам. Что у вас там в конце, если вы до конца видео досмотрите, у вас в конце всплывают подсказки. Это тоже. Так, и где-то примерно 1 час у меня уходит на субтитры. То есть YouTube сам делает субтитры, но я их почищаю, потому что они, в русском, без пунктуации сложновато, если честно. Особенно, я ориентируюсь на тех, кто, вообще его не знает. Плюс перевод тоже автоматически, но я почищаю. И причем с грамматикой я часто там должна изменить. То есть я вставляю там русские окончания, чтобы было понятно. Все. И давайте я на фоне своего растения, остатков солнца попрощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось. Вы мне поставите лайк. Если вы изучаете русский, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень рада. Оставляйте свои комментарии. Желательно очень милые, а не про то, как я выгляжу, потому что это уже началось. Всем большое спасибо, что вы были со мной, что вы посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, всем пока.